Турция – страна, где вековые традиции встречаются с современным миром. Мы любим турецких актеров за их талант и харизму, но редко задумываемся о том, во что они верят вне съемочной площадки. Мы покажем тех, кто на пике славы шокировал Турцию своим атеизмом, и тех, кто тайно сменил религию, уехав в Европу. Вы узнаете, кто из главных красавцев Стамбула на самом деле принял христианство и почему об этом молчат официальные СМИ. Это видео перевернет ваше представление о кумирах. А то, что вы узнаете о первом месте, заставит вас потерять дар речи. Бурак Ощевид. Бурак Ощевид по праву считается главным лицом турецких традиций, открыто демонстрируя свою веру в ислам через поступки и уважение к корням. Несмотря на статус мировой суперзвезды, он всегда находит время для посещения мечети и публично поздравляет миллионы своих подписчиков со всеми священными праздниками. В каждом его интервью чувствуется глубокая связь с культурой предков, которую он стремится передать своим сыновьям как основу их воспитания. Его приверженность религии гармонично сочетается с современным образом жизни, делая его примером для подражания во всем мусульманском мире. Многие фанаты ценят в нем именно эту верность принципам, которая остается неизменной даже под давлением огромной славы. Пелин Карахан. Звезда великолепного века – пример искренней и глубокой верности исламу, которую она не выставляет на показ ради хайпа. Пелин ведет традиционный образ жизни, совершает молитвы и старается воспитывать своих детей в строгом соответствии с мусульманской этикой. Для нее религия – это не просто слово, а ежедневная дисциплина и основа крепкой семьи. Она часто подчеркивает, что именно вера помогла ей сохранить землю под ногами в безумном мире шоу-бизнеса. Зрители ценят ее за чистоту образа и за то, что она остается верна своим корням, несмотря на западное влияние. Энгин Акюрик. Энгин Акюрик известен своей закрытостью, но в своих литературных трудах он часто затрагивает темы глубокой духовности и поиска смысла жизни. Он вырос в традиционной семье в Анкаре и с детства впитывал мусульманские ценности, которые стали фундаментом его личности. Актер редко дает интервью на тему религии, считая, что диалог человека с Богом – это интимное пространство, не предназначенное для камер. Тем не менее, в его книгах прослеживается искренняя благодарность высшим силам за каждый прожитый день и творческий успех. Для многих коллег по цеху Энгин является образцом истинной восточной скромности и духовной чистоты в шумном мире шоу-бизнеса. Хазал Кая. Хазал Кая открыто заявляет о своей принадлежности к алевизму, уникальному и очень либеральному течению в исламе, которое ставит во главу угла человечность и любовь. Она не раз подчеркивала, что для нее вера – это прежде всего свобода и уважение к окружающим, а не строгие догмы и запреты. Хазал активно защищает светские ценности и права женщин, считая, что духовность должна вдохновлять на перемены к лучшему, а не ограничивать личность. Ее позиция часто вызывает дискуссии, но актриса непоколебима в своем стремлении быть честной перед собой и своей аудиторией. Она доказывает, что можно быть глубоко верующим человеком, оставаясь при этом современной и прогрессивной женщиной. Кыванч Татлытук. Кыванч придерживается светского ислама, считая, что вера – это глубоко интимный вопрос каждого человека. Он серьезно увлекается суфизмом, изучая мудрость древних учений о гармонии и любви к Создателю через самопознание. Актер редко обсуждает религию публично, но в его поступках и благотворительности прослеживается стремление жить по совести и приносить пользу обществу. Для него важно быть хорошим человеком в самом высоком смысле этого слова, находя ответы на важные жизненные вопросы в тихой духовной практике. Сельма Эргеч. Сельма Эргеч, знаменитая Хатиджа Султан из великолепного века, родилась в Германии в семье врача-турка и медсестры-немки, что с детства определило ее многогранный духовный мир. Она была крещена и воспитана в христианских традициях своей матери и по сей день официально принадлежит к этой вере. Актриса свободно говорит на нескольких языках и часто отмечает, что христианские ценности помогли ей сформировать мировоззрение, основанное на терпимости и глубоком гуманизме. Несмотря на жизнь в Турции, она сохраняет приверженность своим убеждениям, при этом проявляя искреннее уважение к исламской культуре своего отца. Ее пример
Это история гармоничного сосуществования двух великих религий в душе одного талантливого человека. Кирем Бюрсин. Кирем долгое время жил в США, что сильно повлияло на его мировоззрение и сделало его взгляды максимально западными. Он открыто называет себя деистом. Это человек, который верит в существование Бога и высшего разума, но не признает церковные обряды и строгие религиозные правила. Кирем считает, что Бог находится внутри каждого доброго поступка, а не в стенах храмов. Актер прямо говорит, что для него важнее быть хорошим человеком, чем следовать догмам какой-то одной религии. Такая честная позиция вызывает огромный респект у молодежи, которая тоже ищет свой путь вне рамок. Мерьем Узерли. Мерьем – яркий пример союза двух культур, ведь ее отец турок, а мать немка. Несмотря на свои корни, она была крещена в христианстве и не раз признавалась, что эта вера ей очень близка духовно. Актриса часто посещает церкви, ставит свечи и находит там внутреннее спокойствие в тяжелые периоды жизни. При этом она с огромным уважением относится к исламу и турецким традициям, отмечая мусульманские праздники вместе с семьей. Ее пример показывает, что любовь к Богу не имеет границ и может объединять в себе традиции разных народов. Фарах Зейнеп Абдуллах. Эта актриса – одна из самых смелых в Турции, так как она не боится открыто заявлять о своем атеизме. Фарах честно признается, что не относит себя ни к одной из существующих религий и полагается исключительно на науку и логику. Она часто выступает против того, чтобы религия диктовала правила жизни современному обществу, из-за чего нередко попадает в скандальные заголовки. Ее позиция – это манифест свободы выбора, который шокирует консерваторов, но вдохновляет тех, кто боится признаться в отсутствии веры. Несмотря на критику, она остается востребованной звездой, доказывая, что талант важнее убеждений. Джан Яман. Первое место Джан Яман, чей духовный выбор стал настоящей сенсацией последних лет. По сообщениям итальянских инсайдеров, переехав в Италию, актер настолько проникся местной культурой, что официально принял католицизм и прошел обряд крещения в одном из соборов Рима. Это решение вызвало бурю эмоций в Турции. Одни поддержали его за смелость, другие назвали это предательством. Сам Джан заявляет, что вера – это личное дело каждого, и в христианстве он нашел те ответы, которые искал всю жизнь. Его история – самый громкий пример того, как далеко может зайти человек в поиске своего истинного «я».